I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. Привет, путешественники, меня зовут Владимир, и сегодня мы отправимся в Бельгию, страну самого вкусного пива, как я потом понял, после Германии, Чехии и Австрии. Будет весело, много хорошей музыки, быстренько наш маршрут на 8 дней вот здесь. Поехали! Слушаю и верю каждому твоему слову. У стойки регистрации мы столкнулись с овербукингом. Как правило, авиакомпании делают перепродажу, чтобы не попасть на убыток. В общем, несколько билетов. Они связывают это с тем, что человек может опоздать, заболеть. VIP-клиенты. Кстати, это касается и депортации. Пусть человека вперед, если его депортируют, а вам могут отказать. Минут 15 стояли и нам искали билеты. Я первый раз с этим столкнулся. Катя сказала, что это Аэрофлот. Другие компании нет. С Победы вообще этот трюк не пройдет. Как я вычитал, с Победы никакой компенсации не добьешься. В Америке. И если на 2 часа пункт назначения опоздал, то вам будет компенсация до 630 долларов. Если на 4, то 1300. У нас только трансфер, еда и гостишка на ночь. Все. А те затраты, которые произойдут там, как покупка автомобиля нашей гостиницы, это никто компенсировать не будет. Вот мы прилетели в Шипхол. Очень огромный. Мы уже идем до терминала Б. Уже минут 15. Еще написано 11. Блогер нынче обосрал. Прилетели. Брюссель. Ракета, смотри, какая. Брюссельчик. Идем за машиной, будем искать где этот Херц. Я выбрал Херц. На самом деле прокатчиков очень много. Это Alarm, Dollar, Eurocars, Sixt, Hertz. Я, как правило, беру машины в аэропорту. Объясняю, в аэропорту они дороже. Но если ты потом едешь на поезде в центр города, либо на ЖД вокзал, там машины подешевле. Но тебе надо же будет еще купить билет туда-обратно. А если эта толпа, вообще невыгодно. Были исключения, мы когда в Нью-Йорк прилетели, машина была 30 тысяч, запредельная. Соседняя Филадельфия. 2 часа на автобусе, машина за 12 тысяч, пожалуйста. Также ее там и вернули. При бронировании автомобиля смотрите внимательно на машину. Я, как правило, стараюсь брать полную страховку, чтобы не было ко мне вопросов. Что там на ней, царапины, не царапины. Можно взять из дома, можно взять на стойке при получении. Заглянул в багажник, там нет запасного колеса. Я начал, как могу, им рассказывать, что мне нужно запасное колесо. Он мне принес знак, который отсутствовал, еще что-то, но колеса не принес. Сказал, что колеса отсутствуют во всех автомобилях. И показал телефон, который висит на лобовом стекле для связи. Нам достался автомат, замечательно. Я брал механику. Я, как правило, беру все время механику не самую маленькую, среднюю. Во-первых, экономия бензина, во-вторых, по ценнику нормальная, потому что автомат, он дороже. Ну, видимо, не было других машин с навигацией. Навигация — это вообще доп. Обещали взять депозит 260 евро, взяли 200. Нормально. До гостиницы в городе Динант у нас было достаточно времени, всего около 90 километров от аэропорта. Мы решили заскочить на Мюр, тем более он по дороге. Машину мы поставили в самом центре, на подземной парковке, и отдали, соответственно, центру. 2,20 евро в час. В 1908 году здесь образовалось графство Намюр, и я, как фанат пива, не мог проехать мимо этого города, потому что мне нравится сорт бельгийского пива Бланш Намюр.
We're not guaranteed tomorrow, and it's your time I wanna borrow. In this world that's filled with sorrow, yeah, we are, baby, we are. Верхняя пивоварня Брассери де Бок. Оно названо Галлоус. Кто изобрел пиво, он исходил из римских галлских историй. Но самый знаменитый – это вот Бланш Намюр. Было названо в честь дочери графа Намюра, который проживал, по-моему, в 16 веке. 6 видов выпускает вот эта пивоварня. Катюня взяла Бланш Намюр только яблочный или какой, клюквенный? Малиновый. Вот это какой-то с черепом, я первый раз такой вижу. Ред де Бок. Очень вкусно, но мне за руль, поэтому сейчас поедем на родину пива Лёв, Динант. Город, где родился изобретатель саксофона и пива Лёв. Открылось? Лилиан? Лилия? Сюда, да? Вид просто чумовой. Котеночка? Котеночка у меня молодец. Показываю. Вообще винтажные вещи. Блин, такая тема. Класс. Еще очередной. Ну все, что надо: кухня, туалет, современная кровать, телевизор. Здесь варили пиво монахи. Вон там монастырь. Но сейчас, говорит, оно перебралось в Брюссель. Ну ничего, здесь оно родилось. Может, потом сходим в музей. Так вкусно пахнет отовсюду. Катюня решила отведать пиво, купленное на Brewery de Bock. Я сейчас допью, пока ты будешь говорить. Пока. Это вишенка. А вот это, ребятушки, это ихнее famous пиво. Оно 8,1 градус. Это не то, Это которое Браун. 9,3. Это Браун, ребята. Я Ой, боюсь, 9,7. это я не буду то? немножко в ауте. Но А Вован подбухивает, смотрите, а вид-то шикардосный. пиво классное. Как красиво. Увидимся завтра. Я А вот может так- быть и вечером сегодня. Да, скорее всего. Сейчас он найдет еще новое пиво, уверяю вас. Музей уже был закрыт, а выезжать завтра после 12 дня смысла не было. Но, во-первых, нас ждал длинный пролет, да еще в другое государство. А во-вторых, чем хорошо бельгийское пиво? Что оно дображивает в бутылках, в отличие от немецкого и чешского, которые надо пить только в пивоварнях. И купив его на вечер, я ничего не теряю, кроме самой атмосферы дегустационного зала. 4-5 сортов, которые можно найти в России, это малая часть того разнообразия ассортимента выпускаемой продукции. Кстати, пиво Лёв мне очень нравится. У нас в магазинах я видел только, по-моему, 4 вида. А во Франции, когда мы были, я еще увидел 3 или 4 типа. Упаковочка по 6 бутылочек по 0,25. Но больше мне понравилось Нектар. Я его здесь нигде не видел, но она самая вкусная, с привкусом меда. Мы обязательно вернемся в Бельгию и уже сделаем упор на монастырские пивоварни и пивоварни вообще, так как бельгийского пива около 900 сортов. Забегая вперед, за 8 дней я смог попробовать всего около 80. Само же аббатство, которое начало варить пиво с 1240 года, и действующий монастырь расположен на другой стороне реки, где-то в 3 километрах. Аббатство продолжает получать лицензионное вознаграждение, процентное отчисление за использование названия Лёв, так как с 1987 года пиво здесь не варится, а производится в городе Лёвен, куда мы заедем, на заводе Артуа. Музей Сакса расположен в доме, где музыкант родился в 1814 году. И за 5 месяцев до получения патента на саксофон он проиграл дело в суде. Решение суда гласило: музыкального инструмента под названием саксофон не существует и не может существовать.
Вот эти все саксофоны, это дарили городу каждая какая-то то ли республика, то ли страна. И они по-разному раскрашены. Вот это подарок Дании. Мы не будем все смотреть, потому что их очень много. Не-не-нет, я хочу именно динантовское. А у нее стоимость 4,20. Для каждого вида Для пива каждого свои бокалы. Обратите внимание, тут 800 видов пива. Походу мы на ресторан нарвались. И вот это вот 5 евро. Открывай свою динантовское. Ух ты! Шампанье. Вау, это сразу 20 подписчиков. Картошка фри и миди. Ребята, мы в Бельгии. Берешь вот такой шпуньк. И, ребят, серьезно, они прям тают. Не как у нас переваренные. Да, они реально вкусные. Вот они, залежи. Это головокружение, это сумасшествие. Я не знаю, как это назвать. Это когда это все попробую. Я не знаю. Эльдорадо, да, Эльдорадо. Where are you from? From Russia. Russia? From Russia, Moscow. Ну что, решили попробовать разного. Вот это я так понял, это черная смородина. So, blackcurrant. Blackcurrant, yes? Yes. Blackcurrant and a bit of mint. А что, а где оно готовится? А this like IPA, same, yes? Yeah. Эль. White Да, ale. а вот это мы с тобой на двоих, это 11 градусов, это жесть. Соседний магазинчик открыт. Но закрыт. Здесь еще больше. Потери сознания, возможно. Возможно, потери сознания. Я не знаю, как это описать. В Бельгии 5 пивоварен, которые делают монахи. Одно в Голландии. Вообще их 6, одно в Голландии. Вот это одно из них. Тропист Рокфорд. Я взял среднее, это 8. 8 9,2, ребятки. Я не стал брать 11,8, по-моему, который десяточка, но живое манго. Ну, А у меня 33, черная сука, смородина. поубиваю. А у меня черная смородина. А у тебя черная смородина. Это пипец. Блин, слушай. Манго. Почему я живу не в Бельгии, а? Баю-баюшки. Кому-то завтра за руль. Та-дам! Да-да, завтрак, Ребята. постель. Круто. Очень миленько. По поводу вот этой гостиницы в Динанте бронировали на Airbnb еще в апреле. В 100 евро входил завтрак шикарный и презент от хозяев 2 бутылочки лёв. Он не отель, он гостиница, как свой дом, состоит из 3 этажей. На 2 этаже живут, видимо, сами хозяева. Первый этаж он без балкончика, а вот 3-й классный. Рядышком есть дорогие отели, конечно, и дороже нашего, но их прямо вот на этой стороне, я так понял, не очень много. Поэтому бронируйте заранее, если вам хочется иметь такой вид. Реально, с той стороны вид, естественно, не такой. Пиво Лашут. Пивоварня находится, куда мы потом поедем после Люксембурга. Здесь 8 градусов, это ИПА, здесь 9. Вчерашнее было помягче. Какие? Мои сладкие, Да, которые? да. Так в них и 3, трешечка. да, а здесь прям 9 градусов пьется, как будто, градусов 6, вот типа Леха. Блин, надо выходить это пиво, это 9 градусов. В Германии есть закон чистоты пива. Был выпущен в 1516 году. Он гласит, у него там 3 ингредиента: ячмень, соус и вода. Ой, дурак! Вот это по законам Германии, это не пиво, это пивной напиток, потому что туда входят добавки. Неважно какие, вот Кулгарден, допустим, кориандр и апельсиновая цедра. И наши начали под это тоже, придумали закон, и везде на этикетках, если оно не соблюдается, это не пиво, а пивной напиток. Но это бред такой, это самое настоящее пиво. Хотя сами немцы, именно который придумал закон, находятся в Баварии, он добавил туда, они очень любят вайс, а туда добавляется пшено. Да что ты, черт побери, такое несешь? Все, мы поехали, выезжаем в сторону Люксембурга. Нам еще надо заехать в один замок. Самое яркое событие в Динанте является регата Ван. Она вообще в августе проходит, но мы ее не зацепили, я числа не посмотрел когда. И еще здесь есть такая штука из чудачеств динанцев, пряники, они называются куки.
Ну, на этом, пожалуй, все. Закончим мой рассказ на такой интересной и веселой нотке. В следующем выпуске я уже расскажу о городе Люксембург, о стране Люксембург. Хочу особо поблагодарить моих подписчиков, людей, которые досмотрели этот клип до конца. Кто ставит лайки, пишет комментарии. Спасибо вам, добрые люди, что вы поддерживаете канал таким способом. А я своими роликами буду вас поддерживать в это странное нелегкое время сидения дома. Увидимся через недельку. Пока.